Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что же нужно сделать до вербного воскресенья, как правильно подготовиться к вербному воскресенью, друзья. Все это детально и подробно далее в этом видео. Вы знаете, очень важно, чтобы каждый из нас гармонизировал внутреннее состояние. Не старайтесь никогда копить обиды, не держите зла. Вы только сами изнутри себя разрушаете. Помните об этом. Итак, друзья, вербное воскресенье – это, наверное, один из главных христианских праздников и один из самых радостных и светлых православных праздников. И, конечно же, ежегодно выпадает вербное воскресенье на разные даты, но празднуется всегда за неделю до Пасхи. Вербная неделя – это 6-я неделя Великого Поста, предшествует Страстной неделе, и она заканчивается двумя значимыми для нас верующих праздниками – это Лазаревой субботой и вербным воскресеньем. Вербное воскресенье – один из главных христианских праздников, входит в число двунадесятых, то есть 12 важнейших праздников после Пасхи. Другое название вербного воскресенья – вход Господень в Иерусалим. Понятно, какому событию он посвящен. Описание торжественного въезда в Иерусалим Иисуса Христа есть во всех 4 Евангелиях. И праздник дал название и всей неделе, предшествующей ему, вербной неделе. Также называют еще как и цветная неделя, цветоносная неделя или вербохлест. Итак, друзья, в этом году, в 2022 году, вербная неделя начнется 11 апреля и закончится 17 апреля. За ней наступит Страстная неделя, а там уже и Пасха, которую все мы с вами будем отмечать 24 апреля. История праздника восходит к древним временам, когда Спаситель Иисус Христос вошел в Иерусалим, а ликующий народ присутствовал его, устилая путь пальмовыми веточками. Слово «паломник», кстати, означает «носитель пальмы». Поскольку на Руси пальмы не росли, их место заняла верба, как символ цветения и веры. Кроме того, вербовые веточки называют еще и ветвями добродетели. Они метафорично тянутся к небу, а верба – это еще и символ прощения и доброты. И мы с вами держим в руках свежие весенние веточки, знак того, что готовы простить наших обидчиков, кто и нас, как и нас, и прощает Господь. Итак, друзья, вербное воскресенье, как мы уже сказали, это главный праздник вербной недели, отмечается накануне Страстной недели. И он приходится в этом 2022 году на 17 апреля. Другое название вербного воскресенья – вход Господень в Иерусалим. В ночь с Лазаревой субботы на вербное воскресенье совершается всеночное бдение. Если по каким-то причинам посетить всеночную у вас не получается, то знайте, что освятить вербу вы можете и на утренней службе. Прихожане в этот день приносят в церковь букеты из вербы, чтобы осветить. И даже многие стоят всю службу с веточками и с зажженными свечами. В православии этот обряд символизирует встречу Господа в Иерусалиме, куда он прибыл после чудесного воскрешения Лазаря, и где его встречали с почестями, устилая дорогу пальмовыми ветвями. Совершенное им деяние многих обратило в христианскую веру, и люди наконец признали Господа, мечтая увидеть в нем земного царя. Не случайно символом вербного воскресенья стала верба. Именно она символизирует пальмовые ветви. Но поскольку, как мы уже сказали, в наших широтах пальмы не растут, к сожалению, погода не позволяет,
то было решено заменить их на ветви единственного растения, которое расцветает ранней весной. Это ветви вербы. И вы знаете, по сей день сохранилась традиция наших предков, придя домой из церкви, легонечко бить веточками домочадцев, считая, что это избавит от сглаза, от всевозможных болезней, недугов и так далее. Ну и, конечно же, для усиления эффекта было принято произносить следующие такие слова: «Будь здоров, как верба», или «Верба хлёст, бей до слез», «Не я бью, верба бьет», или «Расти, как верба». И вы знаете, вербное воскресенье всегда приходится на время Великого Поста, поэтому в этот день, конечно же, соблюдаются определенные правила и предписания. Но первое, что нужно сделать до вербного воскресенья, друзья, это запастись главным символом праздника – веточками вербы. Потому что именно в субботу, в Лазареву субботу, принято собирать веточки. Их нужно поставить в доме обязательно в емкость с водой. И хранят уже освященную вербу целый год до следующего года. Количество веточек вербы может быть любим, но из опыта наших предков, те знания, которые передавались с поколения в поколение, чаще всего это либо нечетное количество, либо соответствующее числу членов семьи. И считается, что именно освященная верба защитит ваш дом от всевозможных бед, несчастий, а также проблем. А вот старые веточки вербы из дома принято выносить в Лазареву субботу. Обычно их сжигают или стараются пустить по воде в открытом водоеме с проточной водой. Это очень важно. Но, конечно же, если вы по каким-то причинам не можете пойти в храм и осветить, то вы можете совершить и дома самостоятельно. Мы обращаем ваше внимание, что церковь не запрещает освящать вербные веточки самому, поскольку данное священное действие человек может совершить самостоятельно. Оно не является таинством, как и освящение, например, тех же березовых ветвей на Троицу или иных предметов. И вы знаете, освящение веток вербы – это скорее благословение. И как же самому освятить? Что мы сделаем? Друзья, вам необходимо взять крещенскую водичку и окропить веточки. И во время этого действия рекомендуем читать специальную молитву. Друзья, слова молитвы мы оставим в описании к этому видео. Она небольшая, но именно эту молитву нужно озвучить, когда будете освящать веточки вербы. Далее 3 раза окропите веточки вербы. Помним, что кропим крестообразными движениями. Освященную вербу храним год до следующего вербного воскресенья. Такие веточки кладут за иконами, возле распятий, также на печь, хранят в стойлах животных. А вот прошлогодние веточки запрещено выбрасывать как обычный мусор. Для тех, кто не хранит освященную вербу в доме весь следующий год, важно знать, что ветви нельзя просто взять и вынести в мусор, потому что таким образом вы можете навлечь на свою семью неприятности и проблемы со здоровьем. Лучше опустить веточки вербы плыть по воде. Положите между кустов растущие вербы и отнесите в церковь, где их сожгут с молитвой. Это же правило работает и для старых, отслуживших свой срок букетиков вербы. Также обращаем ваше внимание, что в этот день постящимся позволительны некоторые послабления. Можно выпить немного красного вина, съесть рыбы, допускается и постное масло. День обычно проводили в отдыхе и праздности, и даже предупреждали, что негоже в эту пору начинать какие-то важные и ответственные дела.
Нужно в этот день, друзья, постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к следующей неделе. И очень важно, чтобы вы гармонизировали внутреннее свое состояние. Не старайтесь копить обид и держать зла не только на себя, на то, что у вас что-то не получается, но и также на других людей. Как и в любой другой христианский праздник, вербное воскресенье нельзя работать. Нельзя рукодельничать, убираться, готовить горячий обед. Это нужно все сделать, друзья, заранее. Также не старайтесь ругаться, ссориться, драться, обижать близких. Под запретом остается и пристальное внимание к собственной внешности. И вы знаете, именно вербное воскресенье знаменует собой начало нового этапа в жизни, связано с испытаниями и возрождением. Поэтому в этот день вы можете помолиться о здравии и благополучии близких вам людей, а также и спросить мира родной стране. Друзья, в описании к этому видео мы оставим вам молитвы. Это молитва за близких, и это молитва о мире, которую вы можете переписать или сделать скрин экрана и время от времени произносить. Друзья, вот такие дела нам нужно с вами сделать до вербного воскресенья. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно заходите на канал Эзотерика для тебя. Также заходите на телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Друзья, очень много будет полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Прямо сейчас вы на экране видите, друзья, два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там очень много полезной, важной и интересной информации. Всех с наступающими праздниками, всех благ, услышимся уже в следующем видео.